Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я еду в поезде в Питер на дачу. У меня раскраска Спиралилакс, вот такую я в поезде иллюстрацию дораскрашивала. Сейчас вот здесь на примере покажу, вот поближе, вот такая иллюстрация. Я не очень люблю эту раскраску, но тем не менее взяла в дорогу здесь как-то. Ну, хотя, знаете, в дороге такая тряска, что сложно. Вот начала еще. Прям по порядку, следующую. Так что развлекаюсь в поезде. А еще я вяжу. Так вот на ближайшие 3 недели, ну уже почти на 2 с небольшим, будет выглядеть мой творческий уголок. Тут раскраски, карандаши, вот, книга для рецептов. Ну, тут просто у моего друга всякая всякость лежит. Ну, и я прибралась, помыла, и вот, там вот урна ушастика. Села пораскрашивать. Выбрала уже для себя иллюстрацию. По-прежнему мне нравится раскрашивать карандашами. На фломастеры меня не тянет вообще. В данном случае приходится озвучивать. Я так уже, честно говоря, давно не снимала. Но вот в этот раз решила именно так поснимать. Потому что друг смотрит там какие-то свои видяшки, музыку слушает, ну и, соответственно, озвучка требуется. Я еще раньше ставила, когда озвучивала, на скорость, но здесь этого делать не буду. Вообще, наверное, такой влог получится небольшой, ну, уже как есть. А мне эта раскраска нравится, удивительные животные. Но вот единственное, что как-то так сложилось, что я здесь раскрашиваю по порядку, но пропустила несколько иллюстраций сейчас, потому что там целый такой разворот большой с паттернами. Но мне, честно говоря, сейчас как-то вот, ну, не лежит душа, и мне хочется раскрасить нормально, не на отвали. Может быть, конечно, понятно, не шедевр, но все-таки хочется нормально раскрасить. Поэтому я сейчас отложила. Ну и как-то ближе всего мне вот эта иллюстрация. Тем более сейчас предстоит тут и еще готовить. Собственно, завтра будет день рождения. Много чего я приготовила, но завтра сумасшедший такой день. Поэтому я вот такую выбрала для себя иллюстрацию, наиболее привычную. Всякие листочки. Ну, будет змеюка, но, в принципе, я ее представляю, как раскрасить. Ну, а так, листочки, дерево. Фон будет самый-самый простой. Я даже, может быть, не буду использовать сухую пастель Мунго. Возьму вот петербургскую. В Москве у меня 72 цвета, в Питере 18 цветов. И здесь вот влажность достаточно неплохая. Поэтому она вообще пигментирована нормально. Тут у меня рядышком лежит блокнот из Фикс Прайса для записи рецептов. У меня в Москве с ромашками. Этот я сюда отвезла. Надо будет его, конечно, заполнить всякими нужными рецептиками. Я не знаю, почему сюда привезла с таким принтом интересным. А в городе, тоже вот в Питере, у меня другой блокнот, тоже из Фикс Прайс на спиральке. Ну да, впрочем, ладно. Я чаще всего вообще пользуюсь смартфоном, потому как у меня там калькулятор калорий, я создаю там рецепты, и у меня все в граммах, мне это даже проще в любом случае. Сейчас с удовольствием раскрашиваю здесь брутфунерами. Точилка мне привез друг такую советскую. У меня она тоже была когда-то в детстве, очень классная.
Ну, в Москве, как вы знаете, я поменяла точилку на фикс-прайсовскую. Вообще довольна, полный восторг, потому что там несколько режимов заточки, в том числе и для вот этих квадратных карандашей. Я вот сейчас раскрашиваю, как правило, сразу в коробку их обратно возвращаю, потому что люблю, чтобы все было по порядку, ну и чтобы не путаться. Так что теперь у меня проблем с заточкой нет. Ну и я вообще рада, что взяла с собой именно большой набор, потому что если бы я брала маленький, то, наверное, я бы взяла и акварельные, еще какие-то, все равно получилось бы много. Хотя, безусловно, я могу обойтись и 12, и там 24 карандаша. Мне вполне хватает, но все-таки. Первые несколько дней я здесь основательно убиралась, поэтому, конечно же, я ничего не раскрашивала, не раскладывала. Ну вот сейчас уже приступаю потихоньку, тем более, что соскучилась по раскрашиванию. Ну тут вот получился такой влог, в общем-то, ну как-то, я не знаю, так обычно не снимаю, но как есть. А листочки раскрашивать для меня занятие прям супер медитативное. Сегодня сделала себе маникюр. Взяла такой цвета морской волны цвет, он мне очень нравится, он будет подходить под кроссовки, под платье. Я еще даже не решила, какие именно будут кроссовки. Взяла раскраску «Круг жизни», это уже спустя несколько дней. С одной иллюстрацией справилась, и вот теперь вторая. Делаю акварельную подложку, и дальше доработка карандашами. Ну а сейчас я достала раскраску Ханны Карлсон, выбрала себе осеннюю иллюстрацию, вот «Заколдованный лес» раскраска, ну и тоже вот потихоньку брутфунерами. В одной из раскрасок Ханны у меня уже была такая похожая иллюстрация, она мне нравится, но я давно раскрасила. В общем, когда я выбирала, что возьму с собой в Питер, я как-то вот сразу присмотрела это, потом еще здесь будет иллюстрация. Так что тут уже подобрала себе оттеночки, тоже ловлю кайф. Не знаю, вот действительно листочки мне никогда не надоедает красить. Вот, ну а всякие жучки меня, в общем-то, тоже не смущают, они мне и по жизни нравятся. Вот, я под стекло вот это вот положила раскраску из Fix Price, такую детскую. Я когда-то ее себе купила, еще было время, когда хватало все подряд. В принципе, она неплохая, но как-то, в общем, лежала, она у меня лежала, потом, когда у друга мама болела, ну, я ей отдала раскраску, чтобы она здесь руку разрабатывала. Ну, а сейчас я уже как-то тоже попыталась вернуться к раскрашиванию, меня это не впечатлило, валяется на даче. Ну, и я подумала, что под стеклом она будет отлично смотреться. Ну, тут еще какая-то розовенькая бумажка была, я ее туда запихнула. И еще 2 газеты запихнула. В одной там про балет прям мне в тему, в другую там что-то с огородом связано. Но у меня есть еще упаковочная бумага будет, я ее сюда из города привезу, тоже запихну. Ну, потому что стол такой темный, черный, но стекло, я его очень хорошо помыла, но там есть какие-то царапины, и смотрится это на камеру, честно говоря, не очень. Кольцевую лампу у меня здесь нет, но штатив мне из города друг привез. Так что вполне себе комфортно. Ну, у меня просто сумки были, я показывала во влоге, очень легкие, но при этом их было 4, они были объемные. Поэтому, конечно же, складывать, брать с собой еще кольцевую лампу, ну, как бы такое себе.
Взяла под акварель вот пластиковую кружку розовенькую такую. Ну, вполне сойдет. Вообще все, что я с собой взяла, я не жалею, потому что пусть лучше будет, чем не будет. Ну, единственное, детскую акварель брать не стала, она у меня тут имеется. А так да. Хотя, например, акварели в кюветках я здесь еще ни разу не пользовалась, пастелью Мунго не пользовалась. Ну вот гуашь сейчас пастельная, которая, она пойдет в использование. Я уже так подумала, какой будет фон. Вообще, немножко жалею, что не взяла дервенты. Ну, я, правда, уже напихала весь пенал, знаете, там гелевыми ручками, не всеми, а только те, которые мне потребуются. Некоторые карандаши, конечно, взяла, в том числе и дервенты, но у меня была подборочка таких оранжевых, там коричневые, охра. И я, конечно, понимаю, что они, наверное, пригодятся. Если не здесь, не с листочками, да, то потом при раскрашивании тыкв, потому что, конечно, брутфунеры это хорошо, но для, допустим, раскрашивания тыквы, она будет такая большая, лучше использовать вот либо дервенты или призмы. Но призмы у меня, кстати, таких оранжевых оттенков нет. Но зато я, когда покупала поштучно, я выбирала специально под листву, которая будет особенно вот актуальна для тыквы. Вот, но это я с собой взяла. Так что релакс. День рождения уже прошел. Очень хорошо отметили. Я у своего друга впервые на дне рождения. То есть нет, мы отмечали было вместе, но как бы именно в компании я не была. Опять же, по многим причинам. Так что это было так впервые. Вот. Ну, в общем, все заметили, когда что преобразилось моими усилиями. Ну, вряд ли я, конечно, буду вставлять какие-то фрагменты с дня рождения в лайф-влог, потому что, ну, как бы, чтобы и лицами там не сверкать, не это самое, хотя в целом, вот. Ну, я как-то особо ничего не снимала, потому что мы как бы, вот эта комната самая большая, народу было много, и лица все равно обойти бы я не смогла. Там друг Андрея привез синтезатор, он очень хороший музыкант. Но Андрей привез гитару. Я, честно говоря, конечно, считаю, что самая лучшая музыка – это гробовая тишина, но в целом все было очень даже приятно. Веселились. Я как раз выгулила свое новое платье и новый воротничок, который связала. Как раз-таки такое, по сути, спортивное платье стало очень праздничным, при этом именно таким подачным и праздничным. Это здорово. Вот раньше я бы, ну, я, наверное, воротнички носила только в школе, там, в младших классах, когда мы еще застали форму. Тогда, да, была советская форма, и были эти воротнички. И дальше у меня как-то, ну, не знаю, не было стремления к этому, а тут вот что-то захотелось. Причем я сначала хотела в технике фриволите его сделать, а потом крючком. В общем, так постепенно листочки раскрашиваются. Не знаю, мне кажется, здесь бы еще добавить коричневого. Ну, ладно, потом, если что, доработаю. Вообще очень интересно, потому что весь месяц у меня будет, в общем-то, несколько раскрасок. Ну, потихоньку даже спирорелакс двигается. Я тут уже пораскрашивала, что, в общем, тоже хорошо.
перешла к другой иллюстрации, к другой раскраске. Буду обе бабочки раскрашивать. Выбрала для себя здесь стандартную такую палитру, стандартное мое любимое сочетание. Кстати, взяла карандаши из Ашана, их уже больше не продают, а они были лучшие. Вот оставили пластиковые трехгранные, которые бледные, еще и выпустили огромный набор. Плюс появился вот этот 50 цветов набор, он хороший. Появились какие-то там пастельные, неоновые, еще какие-то. Но очень много сняли с производства, в том числе этот набор. Здесь было, по-моему, 12 карандашей, но они супер мягкие, они отлично наслаиваются, они деревянные, непонятно, почему их убрали из продажи, очень-очень обидно. Ну, ладно. В общем, хорошие карандаши. Они у меня теперь как такой дачный питерский вариант. А другую бабочку я, наверное, раскрашу гуашью совсем в других цветах. Никаких узоров я делать не буду. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в мой инстаграм 37, рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.